Екатерина Павленко, уроженка Волыни, вспоминает о своем детстве и эмиграции в Бразилию в 1897 году. На форуме украинской диаспоры она делится воспоминаниями о своей семье и трудностях, с которыми пришлось столкнуться на родине. Мои родители были бедными крестьянами. Земля, которую мы обрабатывали, не давала нам достаточно урожая. Помещики требовали свое, а нам оставались только крохи. Вся наша семья изо всех сил трудилась в поле, но дождей было мало, и земля высыхала. Начались болезни, люди в нашем селе слабели от голода. Мои младшие братья не пережили зимы, умерли от холода и истощения. Мне было тяжело видеть, как умирают мои родные. Отец сказал, что здесь больше нечего ждать, и наша семья должна искать выход. Это было страшное решение, но другого выхода у нас не было. Когда в их село приехал агент, рассказывавший о возможностях в Бразилии, для семьи Павленко это был как свет в конце туннеля. Когда агент приехал в наше село и рассказал о Бразилии, где можно получить землю и начать новую жизнь, это было как луч надежды. Он говорил о плодородной земле, о новых возможностях. Мы слушали его с трепетом, не веря, что такие чудеса возможны. Но у нас не было выбора. Мы собрали все свои пожитки, пару одеял, немного посуды, немного еды и отправились в путь, оставив позади дом, который не мог нас больше прокормить. Мама плакала, глядя на наш старый двор, а я держал ее за руку и старалась не показывать своих слез. Мы знали, что, возможно, никогда больше не увидим родную землю. Путь в Бразилию оказался тяжелым испытанием для семьи Павленко. Екатерина вспоминает, как они преодолевали трудности на корабле. Путешествие по океану было ужасным. Мы ехали в трюме, где было тесно и темно. Пахло сыростью и потом. Люди кашляли и болели. У нас не хватало еды. Дети часто плакали от голода. Мне было страшно. Я боялась, что не доживу до конца пути. Мои родители старались поддерживать нас, говоря, что за горизонтом нас ждет новая жизнь. Но даже они выглядели изможденными. Мы молились каждый день, чтобы наши страдания не были напрасными. Наконец, достигнув берегов Бразилии, семья Павленко испытала смесь облегчения и страха перед неизвестностью. Когда мы наконец добрались до Бразилии, я не могла поверить, что это действительно конец нашего пути. Мы стояли на пристани, глядя на новые земли, и я чувствовала как радость, так и страх. Отец сказал, что теперь мы будем жить лучше, но я видела в его глазах тревогу. Мы не знали языка, не знали, как устроиться, не знали, как будем жить дальше. Нас поселили в лагерь для переселенцев, и мы начали обживаться в новой стране. Адаптация оказалась сложной, но со временем жизнь начала налаживаться. Екатерина продолжает. Первые месяцы в Бразилии были трудными. Мы сажали новые культуры, но земля была незнакомой, климат иной, и мы не знали, как с этим справиться. Мы работали с утра до ночи, пытаясь прижиться, научиться новому. Мама часто болела от жары, но мы не сдавались. Местные помогали нам, делились советами. Со временем мы узнали, как выращивать кофе и какао, как ухаживать за новыми растениями. Это было сложно, но мы начали видеть результаты нашего труда. Мы все еще вспоминаем Украину, нашу деревню, но теперь у нас здесь появилась надежда на лучшее будущее. Екатерина отмечает, что несмотря на все трудности, они смогли адаптироваться. Теперь, спустя несколько лет, мы уже чувствуем себя более уверенно. Мы научились говорить на португальском, дети пошли в школу и уже меньше напоминают о тяжелых днях прошлого. Мама перестала плакать каждый день, а отец стал улыбаться чаще. Мы сажаем наши культуры и видим, что земля дает урожай. Это тяжелый путь, но мы знаем, что сделали правильный выбор. Теперь у нас есть шанс жить, а не просто существовать.